Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Париже наверняка запомнится публике яркой коллекцией весна-лето 2023 модного дома Кинзо. Это уже второе шоу ведущего дизайнера Ниго в роли креативного директора французской марки. В индустрии моды его знают в первую очередь как основателя стритвир бренда. Так что парижский подиум теперь становится свидетелем рождения обновленной версии Кинзо, которую сам модельер озвучил как веселую, красочную смесь уличной и высокой моды, иногда с легким западным акцентом и намеками на традиционную японскую одежду. По словам дизайнера, в совместной линейке мужских и женских модных образов на теплый сезон он постарался объединить французскую и японскую моду 70-80-х годов. Как сказал после показа сам Ниго, ему захотелось вспомнить те времена, когда в Японии на пике популярности была французская мода, и многие соотечественники дизайнера вовсю пытались внедрить ее в традиционную местную одежду. С первой минуты просмотра замечаешь явный приоритет морской тематики. Помимо этого, сделан акцент на стиль преппи, популярный среди студентов тех лет, в том числе смесь школьной формы и рабочей одежды. Приглашенные на модное шоу зрители расположились на трибунах, установленных в огромном спортивном зале красивого парижского лицея Карно. В качестве атмосферных декораций на стропилах в здании были развешаны гигантские вымпелы колледжа. Новая весенне-летняя коллекция Кинзо – это в первую очередь про общение и приятную компанию, а еще про свежий воздух, спорт, единение с природой и каникулы на солнечном морском берегу. Одежда получилась настолько жизнерадостной, легкой и яркой, что некоторые зрители даже сравнили модели со знаменитыми мультяшными персонажами – школьницей Сейлор Мун и моряком Папайем. Модели выходили на подиум в клетчатых брюках, юбках плиссе и в университетских костюмах, в бомберах и укороченных жакетах, в разноцветных вязаных свитерах, кардиганах, жилетах с нашивками. Морскую тему поддержали головные уборы и воротник гюйс. Не менее атмосферно смотрелась комбинация обуви и вязаных гольфов, особенно в сочетании с открытыми шлепанцами. Отдельной линией в коллекции представлены трикотажные шарфы в полоску, которые отправляют нас на французское взморье прошлого века, а также яркие шейные платки, галстуки и романтические береты и кепи. Изюминкой модных нарядов стал традиционный для бренда Кинзо красный мак. Цветок дизайнер использовал в качестве брошей, аппликации, вышивки. Сегодня модельер ловко обыграл многие классические темы марки, тщательно поработав с архивами. Раньше дом моды славился великолепным портновским мастерством. Но вот уже лет 10, как эта слава померкла. Поэтому тем большего восхищения заслуживает старания дизайнера, предложившего в новой коллекции костюмы в полоску, комбинированную клетку и стильные комплекты из темно-синего денива с контрастной строчкой. Кстати, Ниго отметил, что вся джинсовая ткань теперь поставляется из Японии, где производится по строгой технологии. На мой взгляд, коллекция удалась. Яркий трикотаж, смесь спорта, рабочей одежды, матросской формы и базовых вещей в стиле преппи. Дизайнер очень точно уловил атмосферу и настроение того, прежнего Кинзо. Модные образы понятные и легкие, без всех этих многочисленных смыслов, которыми принято перегружать сейчас каждый показ. Да, не все здесь можно назвать точным попаданием в яблочко, но в целом это хороший старт для новой главы в истории дома моды. С интересом жду ваше мнение, друзья, в комментариях. Приятного просмотра, смелых экспериментов в модных нарядах. Всем позитива и нескучного, солнечного настроения!